В этом видео решил рассказать о карнизном узле и о водосточной системе Дёки, которую я уже смонтировал. И две эти системы, они между собой взаимосвязаны и монтируются одновременно. Итак, после того, как была возведена стропильная система, мне необходимо было вначале сделать капельник. Здесь вот он рыженький видно. Вначале врезалась доска, не помню, 150 на 25. К ней уже пришивалась капельник непосредственно. После чего с помощью, в общем, каучуковой ленты специальной приклеивалась пленка Isobox D96 повышенной прочности. И с помощью брусков 50 на 50 контр-обрешетка прибивалось все это к стропилам. Следующим этапом, после того, как пленка была натянута, мне необходимо было сделать уже обрешетку. В качестве обрешетки я использовал доску 25 на 150. Первая доска была пришита прямо по краю стропил, ну и капельника уже так называемого. После чего от края до середины второй доски было сделано 28 сантиметров. После следующая доска уже шли все по 35. Почему так? Напомню, что на данную крышу закуплена металлочерепица Grand Line, Камея, Safari, Terracotta Orange. И у нее именно таким образом идет волна. После того, как уже обрешетка была готова, следующим этапом я уже закупил водосточную систему Дёки. И сразу хочу сказать, почему я ее выбрал из преимуществ. Лично мне показалось, ну, во-первых, немецкое все-таки качество, это не Китай. И второе, то, что вот эти крюки, они регулируемые, не нужен какой-то дополнительный инструмент. Тут только нужен ключик да отвертка, и все. Ну, а это крюк, который, если чуть ослабить, то можно, сейчас я его навряд ли, он затянут. То есть он вот тут вот гнется, хотя фиксация основная идет вот здесь вот тут вот, но не поворачивается, то есть фиксация хорошая. И крюк, который можно двигать по высоте, уже устанавливая уклон желоба. В общем, система отличная. Следовательно, были собраны в начале крюки, ну вот эти вот, потом к ним прикручены еще вот эти крюки, я уж не знаю, как они называются, не судите строго. В общем, суть такая, что выставляется вначале вот на этих крюках угол. Все их можно просто на столе где-нибудь выставить. Первый поставили, посмотрели, все выставили, чтобы уровень был горизонтального желоба. После чего ставятся крайние крюки. Ну, это как один из методов, которым я и воспользовался. Натягивается нитка между двумя крюками. Разница высчитывается из расчета 3 мм на 1 метр, ну, погонный. Вот, следовательно, там самая нижняя точка, здесь самая высокая точка. После этого уже натягивается веревка, и все вот эти вот крюки, вот эти вот именно, которые вверх-вниз регулируются, ставятся на уровне веревочки. Все это закрепляется, после чего уже просто вставляется данный желоб. Ну и практически можно сказать, что водосточная система готова. Остаток желоба Дёки. Можно даже вот так его согнуть вдвое в узел. Потом все это отпускаем, и он принимает свою форму. Видите, в этом и есть преимущество от многих других желобов. Что есть, даже он изменит форму, много снега будет, там лед, что-то расширит. Как только это все оттает, он принимает свою форму назад. После того, как водосточная система была готова, следующим этапом мне необходимо было пришить компенсационные рейки. Ширина их 1,8 мм, ну почти 2 сантиметра. 1,8 сантиметра, да, 2 сантиметра, грубо говоря.
И такая вот торцевая, карнизная, точнее, извиняюсь, планка. Сейчас я пришил одну, чтобы вам показать. Ну и сейчас дошью все остальные. И, в принципе, на этом подготовительные работы завершены. И останется только поднять листы на крышу и начать пришивать. Пришивать я буду справа налево. Вообще все, что я сейчас рассказывал, я брал непосредственно инструкцию с сайта Grand Line металлочерепицы. Там все подробно рассказано. И можно еще обратить внимание, что по краям у меня пришита доска и выступает от обрешетки на 5 сантиметров. Это опять же решение, которое предлагает Grand Line. Волна первая будет у меня с той стороны, справа налево, будет вровень. Высота волны, в общем, 5 сантиметров, и она будет вровень с этой доской, получается. После чего очень удобно пришивать торцевые планки. И с этой стороны, и с той стороны у меня по всей длине еще пришиты такие вот доски. И смотрится со стороны тоже очень красиво. Ну вот, наверное, и все. Погода, мокну. Опять же, не забывайте про страховку. Привязывайте ее понадежнее.